Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Начну с главного. Меня зовут Сильвия Роу. 28 лет, высшее образование, специализация управления персоналом. Неполный курс психологии. 3 месяца назад я была обычной девушкой. Жила в столице, работала в кадровом агентстве, пила раф на кокосовом молоке и иногда ходила на йогу. И совершенно не планировала проваливаться в альтернативную реальность. Но жизнь, как известно, любит пошутить. Это случилось в метро. Обычное утро, обычный поезд, обычная давка. Я стояла у двери, читала книгу на телефоне. Кто-то наступил мне на ногу, и я отвернулась, чтобы не заорать. И в этот момент поезд въехал в тоннель. Только вместо следующей станции он въехал в кромешную тьму, которая почему-то пахла лавандой. А потом света не было. А потом он был, только другой. Я очнулась на брусчатке в переулке, который явно не был станцией метро. Каменные стены, мокрая мостовая, где-то поблизости ржала лошадь. Дальше было много всего, что я как-нибудь потом расскажу. А коротко, я оказалась в королевстве, которое называлось Альтмарк, без телефона, без денег, без единого знакомого лица. Единственное, что у меня было, это сумка через плечо, в которой лежали кошелек с карточками, телефон, который разрядился на следующий день, и книжка «Психология влияния» в бумажном переплете, которую я читала в метро. Книжка, кстати, спасла мне жизнь. Не в буквальном смысле, а в социальном. Когда тебя выбрасывают в чужой мир без документов, без денег и без знания местных обычаев, единственное, что тебе остается, это твои навыки работы с людьми. А навыки у меня были. Кадровое агентство научило меня одному. Люди устроены примерно одинаково везде. Их хочется понять, оценить и подобрать для конкретной задачи. И если ты умеешь читать резюме, ты умеешь читать людей. Первые недели я выживала. Подрабатывала в портовом квартале, помогала местной трактирщице считать выручку, постепенно освоила язык, который оказался подозрительно похож на смесь немецкого с чем-то славянским, и начала понимать, куда меня занесло. Альтмарк, королевство с королем, дворянами, гильдиями и, самое главное, с жесткой сословной системой, в которой браки заключались не по любви, а по договору. Свадьбы здесь были сделками, а невесты были товаром. И вот тут мое кадровое прошлое вдруг стало неожиданно актуальным. Через 2 месяца после прибытия я уже работала в маленькой конторке на улице Шелковой, которая называлась «Бюро подходящих пар». Местная сваха, женщина по имени Хельга, взяла меня помощницей, потому что я умела писать и считать, а еще потому что я предложила ей систему карточек для клиентов, которая увеличила эффективность вдвое. А еще через 3 недели Хельга объявила, что уезжает к дочери в соседний город и оставляет бюро мне. Мне, попаданке, которая 3 месяца назад не знала, что такое приданное и почему невеста должна быть девственницей. Я переименовала бюро в «Злые невесты». Почему? Потому что к тому моменту я поняла, нормальные невесты в этом мире те, кого никто не хочет. Разведенки, вдовы, дочери опальных дворян, женщины с дурным характером. Все те, кого светское общество называло испорченными или злыми. Я брала их всех и подбирала им мужей, потому что каждая женщина, даже самая злая, заслуживает своего человека. И потому что я из 21 века, где это называется не злые невесты, а целевая аудитория с нерыночными преимуществами. Бюро работало, клиенты шли. Разведенка из торгового сословия нашла себе вдовца с 3 детьми, и они счастливы. Бывшая шулерка вышла за математика,
который восхищался ее быстротой ума. Дочь опального графа, которую отказывались принимать при дворе, стала женой провинциального барона, который не различал гербов, но обожал ее рыжие волосы. Я была хороша в этом деле, чертовски хороша. И вот именно в этот момент, когда все наконец начало налаживаться, когда у меня появились деньги, репутация и даже квартира над бюро, именно в этот момент в дверь моего агентства вошел он, герцог Дамиан Кросс, глава тайной службы, человек, имя которого произносили шепотом, даже за закрытыми дверями. Человек, который отправил на эшафот 37 человек и, по слухам, ни разу не моргнул. Он вошел без стука. Дверь открылась, и он появился в проеме, как грозовая туча, в парадном мундире. На поясе висел меч. Не декоративный, рабочий. Я сидела за столом, пила чай и сортировала карточки клиенток. В комнату ворвался ледяной сквозняк и запах кожи, металла и чего-то еще. Дорогого одеколона? Нет. Скорее, запах опасности. «Вы Сильвия Роу?» — сказал он. «К вашим услугам», — ответила я, машинально убирая чай подальше от бумаг, потому что интуиция подсказывала, что сейчас будет не тот разговор, при котором захочется чаю. «Чем могу вам помочь, ваша...» «Герцог», — подсказал он. «Герцог Дамиан Кросс. И я здесь не за тем, чтобы мне помогали. Я здесь за тем, чтобы мне подчинялись». «Ого! Привет! Вот ты какой местный альфа-самец. Я про таких читала в романах, которые скачивала на телефон. Только в романах это казалось привлекательным, а в жизни выглядело примерно как собеседование с главным редактором, который уверен, что он бог. «Садитесь, ваша светлость», — сказала я, указывая на стул. Он не сел. Он стоял как колонна и смотрел на меня сверху вниз. «Мне нужна жена», — сказал он. «Вы обратились по адресу», — ответила я. «Пишите, пожалуйста, ваши требования». Он помолчал, потом начал перечислять. И с каждым пунктом мое лицо все больше приобретало выражение, которое обычно называют «вот это поворот». «Тихая», — сказал он, — «кроткая, послушная, без амбиций, без мнения, без привычки задавать вопросы, домашняя, не умеющая читать, чтобы не читала мои бумаги, не общительная, не яркая, незаметная». Я слушала, и внутри меня медленно закипало. Не от злости, а от абсурда. Он описывал не жену, он описывал стул. Мягкий, удобный, молчащий стул, который стоит в углу и на который никто не обращает внимания. «Ваша светлость», — сказала я, когда он закончил, — «вы уверены, что вам нужна жена, а не мебель?» Его глаза сузились. Я заметила у него шрам на левом виске, тонкий, почти невидимый, и еще один на правой руке. Профессиональные отметины. «Мне нужна женщина, которая не станет проблемой. У меня достаточно проблем и без нее». «Понимаю. И все же позвольте уточнить, вы хотите, чтобы она была, вообще без характера?» «Именно». «Без интересов? Без собственного мнения?» «Вы начинаете понимать». «Я начинаю понимать, что в моем агентстве таких нет», — сказала я честно. «Все мои клиентки, как бы это сказать, с характером. Это, собственно, наше позиционирование на рынке». «Тогда найдите мне кого-нибудь, кто умеет притворяться. Я не дурак, Роу. Я знаю, что идеальных тихих женщин не существует. Мне нужна та, которая сможет сыграть тихую. Достаточно долго, чтобы...» Он замолчал, не закончил фразу. «Достаточно долго для чего?» — спросила я. «Это не ваше дело. Ваше дело найти мне невесту. Я заплачу вдвое больше против вашего обычного тарифа». Вдвое. Это была сумма, на которую я могла бы жить полгода. И все, что для этого нужно,
Это подсунуть королевскому палачу женщину, которая притворится тихой и скромной. Какая проблема? А проблема была в том, что лучшая кандидатура в моем агентстве на роль Тихони была Марта Вилар, бывший капитан полевой разведки. Рост 1,70 м, рыжие волосы, характер как у бульдога. В мирное время Марта работала в агентстве курьером, потому что ей нужны были деньги и документы. В немирное, видимо, делала то, что делают бывшие разведчицы, когда не могут найти нормальную работу. «Я найду вам кого-нибудь», — сказала я. «Приходите через 3 дня, будет готово». Кросс кивнул, повернулся и ушел. Я откинулась на спинку стула, выдохнула и посмотрела на потолок. «Ну ничего», — сказала я потолку, — «я же из 21 века. Я справлялась с токсичными начальниками, тиктокерами-стажерами, корпоративными интригами. Я справлюсь с одним герцогом». Потолок мне не ответил, но я и не ждала. Я была занята тем, что объясняла Марте Вилар, что ей нужно научиться вышивать крестиком. Марта была не в восторге. «Вы шутите?» — сказала она, когда объяснила ей задачу. «Я не умею вышивать, я умею ломать шею 3 способами». «Ты научишься вышивать, потому что за это тебе заплатят сумму, на которую ты сможешь уехать в любой город этого королевства и начать новую жизнь. Кроме того, тебе не нужно уметь вышивать. Тебе нужно делать вид, что ты умеешь вышивать. Разница существенная». Марта подумала, потом кивнула. «Ладно, но если он мне не понравится, я ему врежу». «Не врежешь. Ты тихая, скромная, домашняя. Ты любишь вышивать и читать стихи». «Я не читаю стихи», — сказала Марта. «Ты читаешь стихи. Начни с чего-нибудь простого. Оды и размышления Нордберга, том 1, страница 40. Там про закат. Не скули. Я сама выучила, когда устраивалась на работу к Хельге». Я готовила Марту 3 дня. Учебный план был прост. 1 день на вышивание, 1 день на стихи и 1 день на манеры. Я одела ее в простое платье серого цвета, собрала волосы в скромный узел, добавила минимум косметики. Марта выглядела, ну, скажем так, она выглядела как женщина, которая притворяется тихой. Но для человека, который не умеет читать людей, этого было бы достаточно. Для Дамиана Кросса не было. Свидание состоялось в ресторане «Серебряный фазан». Я, разумеется, не присутствовала, но Марта рассказала мне все до последней детали, когда вернулась. Итак, Кросс ждал ее за столиком у окна. В гражданском, не в мундире. Но даже в кафтане он выглядел так, будто прибыл сюда прямо с казни. Марта села напротив, положила на колени вышивку и улыбнулась. Той самой улыбкой, которую мы и репетировали. Мягкой, немного смущенной. Чуть-чуть грустной. «Добрый вечер, ваша светлость», — сказала она. «Я Марта Вилар. Очень рада знакомству». Кросс кивнул, посмотрел на нее, на вышивку, посмотрел на ее руки. Марта начала вышивать. Ну, точнее, начала делать вид, что вышивает. Со стороны это выглядело правдоподобно. Она даже умудрялась не прокалывать себе пальцы. Они разговаривали. Ну, точнее, Кросс задавал вопросы, а Марта отвечала так, как мы договорились. Коротко, тихо, без инициативы. «Да, ваша светлость». «Нет, ваша светлость». «Я не знаю, ваша светлость». «Как вам будет угодно, ваша светлость». Кросс спрашивал о семье, Марта отвечала: родители умерли, я живу одна. Это было правдой. Кросс спрашивала об интересах. Марта отвечала: вышивание, стихи, долгие прогулки. Кросс спрашивал, умеет ли она готовить. Марта, которая в армии готовила на взвод и 1 раз отравила собственный взвод недожаренной бараниной, ответила: немного, простые блюда.
И все ушло хорошо, правда, хорошо. До того момента, когда официант, проходя мимо столика с огромным подносом, споткнулся. Поднос полетел на Марту. Горячий суп, ножи и тарелки. Марта среагировала. Не как тихая скромница, как капитан полевой разведки. Она уклонилась от супа, поймала летящий столовый нож за лезвие и, не глядя, метнула его в сторону стены, где висела мишень для Дарса. Нож вошел в яблочко с глухим стуком. Весь зал обернулся. Тишина. Марта стояла с вышивкой в одной руке и с выражением лица человека, который только что понял, что жизнь кончена. «В моей деревне так развлекаются долгими зимними вечерами», сказала она после паузы. Голос был ровный, почти убедительный. Кросс не ответил. Он медленно отпил вино, посмотрел на Марту, потом на нож в мишени. «В вашей деревне», — повторил он. «Интересная деревня». Марта улыбнулась той самой улыбкой, которую мы репетировали, мягкой, смущенной, чуть-чуть грустной. Я подозреваю, что в тот момент она не мечтала о закатах, а мечтала о том, чтобы провалиться сквозь пол. Кросс проводил ее домой. По дороге он был молчалив и вежлив. У дверей квартиры он поклонился, поблагодарил ее за вечер и ушел. Марта поднялась ко мне, села на стул и сказала. «Он знает». «Знает что?» «Что я не тихая, что я не скромная, что я не вышиваю крестиком». «Откуда ты знаешь?» «Потому что, когда я метнула нож, он не вздрогнул, не удивился. Он просто посмотрел на меня, как на ученицу, которая провалила экзамен. Он с самого начала что-то подозревал, Сильвия, а теперь он знает наверняка». Я выругалась. «Что будем делать?» – спросила она. «Не знаю», – ответила я. «Но у меня есть предчувствие, что завтра он придет сюда, и это будет не визит вежливости». И я была права. Он пришел завтра. Но не для того, чего я ожидала. Он пришел утром, без стука, как и в первый раз. Только на этот раз он не стоял в дверях, как грозовая туча. Он вошел, сел на стул напротив моего стола, положил на стол папку и сказал. «Капитан Марта Вилар, полевая разведка, 3-й корпус. Уволена за самовольное проведение операции, в результате которой был уничтожен склад боеприпасов противника, но также и половина собственной полевой кухни. Рекомендация от командира: блестящий тактик, катастрофический командир, не подлежит повышению». Я смотрела на папку, Кросс смотрел на меня. «Хорошая кухня была?» – спросила я. «Роу, я не шучу». «Я тоже. Полевая кухня – это серьезно». «Вы обманули меня», — сказал он. «Вы подсунули мне боевого офицера под прикрытием провинциальной скромницы. Это...» «Инновационный подход к подбору персонала, да?» «Это преступление против тайной службы». «Ой», — сказала я и подумала, вот и все. 3 месяца в этом мире, и меня отправят на эшафот за то, что я подсунула палачу разведчицу вместо невесты. Мама бы гордилась. Нет, мама бы сказала, я же говорила, что кадровое агентство – это не профессия. А потом заплакала бы. «Я мог бы закрыть ваше агентство», – продолжал Кросс. «Мог бы арестовать вас за содействие в обмане должностного лица. Мог бы...» мог бы», – перебила я, – «но не будете». Он замолчал, посмотрел на меня. Я выдержала взгляд. Это было непросто, потому что его глаза были такого оттенка, который я видела только у зимнего неба перед снегопадом, обещающие бурю. «Почему вы так уверены?» – спросил он. «Потому что если бы вы хотели меня арестовать, вы бы пришли с солдатами, а не с папкой. А вы пришли поговорить, значит, вам от меня что-то нужно, что-то большее, чем тихая невеста». Тишина. Долгая, как очередь в поликлинику. Потом Кросс сделал то, чего я совершенно не ожидала. Он улыбнулся. Нет, не совсем улыбнулся, это была скорее тень улыбки, намек, промелькнувший в уголке рта.
Но я заметила. Я всегда замечаю. «Вы наблюдательный, Роу», — сказал он. «Наблюдательный и дерзкий. Сочетание, которое в моем мире обычно заканчивается плохо». «В моем мире тоже», — ответила я. «Но я привыкла». Он откинулся на стуле, скрестил руки и начал говорить. Заговор. Высшее общество. Несколько человек из ближайшего окружения короля. Он не называл имен, но я поняла. Речь идет о серьезной угрозе. Кто-то готовил переворот. Кросс знал об этом, но не мог действовать в открытую, потому что заговорщики были слишком могущественны. Ему нужна была операция, тихая и незаметная. И для этой операции ему нужна была женщина. Не тихая, не скромная, совсем наоборот. «Мне нужна наживка», — сказал он. «Женщина, которая сможет войти в высшее общество, привлечь внимание, вызвать разговоры. Женщина, рядом с которой я буду выглядеть иначе, как жених». «И вы хотите, чтобы этой женщиной была вы?» Я моргнула, потом еще раз. «Почему я?» — спросила я. «Потому что вы умеете читать людей. Потому что вы держались передо мной без страха, а это редкость. Потому что вы выжили в чужом мире без связи и без денег, а это означает, что вы умны и адаптивны. И потому что вы сваха, а сваха знает, как вести себя в любом обществе». «У меня есть условия», — сказал я. «Первое. Мое агентство остается неприкосновенным, что бы ни случилось. Второе. Я могу разорвать контракт в любой момент, если сочту, что моей жизни угрожает опасность. И третье. Вы не имеете права приказывать мне вне рамок операции. Я не ваш подчиненный, я ваш партнер», — подсказал он. «Подрядчик», — поправила я. «Партнерство предполагает равенство. Мы не равны, вы герцог, я сваха, но в рамках этой операции мы работаем вместе, на равных». Он помолчал, потом протянул руку через стол. «Согласен», — сказал он. Я пожала руку. Рука была твердая, сухая и горячая. Рука человека, который много работает и мало спит. И вот так я стала эффективной невестой королевского палача. Если бы кто-нибудь рассказал мне это раньше, я бы решила, что он прочитал слишком много романов. Подготовка к роли герцогини Кросс заняла 5 дней. 5 дней, в течение которых я узнала о себе больше, чем за 28 лет в моем мире. День первый. Портниха. Мадам Грин была моей клиенткой, бывшая театральная костюмерша, которую уволили за то, что она вшила в костюм злодея карман для фляжки, чтобы актер мог пить прямо на сцене. Директор театра был не в восторге. Марта порекомендовала ее мне, и я, в свою очередь, порекомендовала ее Кроссу. «Мне нужно 3 платья», — сказала я мадам Грин. «Бальное, повседневное и для ужина. И мне нужно, чтобы в каждом из них я могла спрятать пистолет». Мадам Грин посмотрела на меня, потом улыбнулась, потом достала ленту и начала мерить. «Дамский сувенир», — сказала она, обматывая ленту вокруг моей талии. «Маленький, однозарядный, помещается в ладони. Я вшила в такое в подвенечное платье одной баронессы, которая выходила замуж за мужчину с плохой репутацией». «Помогло?» «Ну, она им ни разу не воспользовалась, но ей было спокойнее. А спокойная невеста — это счастливая невеста». Я не могла с этим спорить. Мадам Грин оказалась гением. Бальное платье было полуночного синего цвета с серебряной вышивкой по подолу и вырезу. Под складками юбки она пришила кожаный карман, в который пистолет входил как влитой. В корсет она вшила тонкие стальные пластины, которые заменяли легкий панцирь. «Не от клинка», — предупредила она, «но от ножа и от стрелы на излете спасет». В гребень для волос она вставила лезвие, которое можно было вытащить одним движением. «Для близкого боя», — сказала она буднично, будто речь шла о пуговицах. «Вы раньше шили для шпионок?» — спросила я.
«Я раньше шила для всех», — ответила мадам Грин. «Я не спрашиваю, я шью». День второй. Манеры. Кросс пришел лично. Он стоял посреди моей квартиры, как прокурор на месте преступления, и смотрел, как я хожу по комнате с книгой на голове. «Вы ходите, как солдат». «Спасибо», — ответила я. «Это не комплимент. Женщины высшего общества ходят иначе. Меньше шаг, мягче постановка стопы. Вы ставите ногу с пятки, как кавалерист». «Я всю жизнь так ходила». «Тогда придется переучиться». Он подошел, встал передо мной и показал. Нет, не показал. Он ходил по комнате, и я увидела, что он при всей своей массивности двигается бесшумно, как кошка. Он заставил меня ходить с книгой, без книги, с бокалом, с веером, раз 50. Потом он учил меня кланяться. Реверанс перед королем, перед герцогом, перед графом. Они все были разные и сложные, и я трижды чуть не упала. День третий. Разговор. Кросс учил меня, как разговаривать в высшем свете. Это было сложнее, чем манеры, потому что здесь не было правильных и неправильных движений. Была только интуиция. «Не отвечайте прямо», — говорил он. «Если вас спросят, нравится ли вам прием, не говорите «да» или «нет». Скажите, музыка сегодня особенно тонка. Это ничего не значит, но звучит как комплимент». «То есть вы хотите, чтобы я говорила пустоты?» «Я хочу, чтобы вы говорили красивые пустоты. В высшем свете все так говорят. Тот, кто говорит содержание, вызывает подозрение». Мы тренировались. Он задавал вопросы, я отвечала. «Как вам погода?» «Облака сегодня многословны». «Как здоровье герцогини?» «Цвет лица говорит сам за себя». «Не находите ли вы, что баронесса слишком откровенна?» «Откровенность — это удел смелых, а смелость — удел редких». Кросс остановился, посмотрел на меня. «Вы хорошо врете», — сказал он. «Я не вру», — сказала я. «Я подбираю формулировки. Это моя работа». «Ваша работа сваха». «Моя работа сделать так, чтобы люди нравились друг другу. Иногда для этого нужно, чтобы они правильно говорили». Он помолчал, потом сказал: «Вы мне нравитесь». Я застыла. «Как партнер по операции». «Разумеется», — ответила я. «Я так и поняла». Но мы оба знали, что он не это имел в виду, и что я не это имела в виду. Но ни один из нас не стал уточнять. День четвертый. Танцы. О, танцы! Местные танцы были чем-то средним между минетом и военным парадом. Каждый шаг был регламентирован, каждый поворот предсказуем. Кросс танцевал. Вот этого я не ожидала. Он двигался идеально, безупречно. И он был неплох. Точнее, он был хорош в том смысле, в каком хорошо работающее оружие. Функционально, надежно и без лишних украшений. «Вы хорошо танцуете», — сказала я. «Тайная служба», — ответил он. «Иногда нужно проникать на бал». «И что, вас учили танцевать в школе шпионов?» «Нас учили не выделяться. А на балу тот, кто не танцует, выделяется больше всех». «А вы когда-нибудь танцевали для удовольствия?» — спросила я. Он не ответил, только посмотрел на меня. И в этом взгляде было что-то, что я не могла расшифровать. Не холода, не тепло, а что-то между. Я не стала спрашивать снова. День пятый. Финальная проверка. Кросс пришел в мою квартиру, сел на стул и смотрел, как я собираюсь. Я уложила волосы, вставила гребень с лезвием, пистолет лег в карман. Корсет с пластинами сидел плотно, но не мешал дышать. Я прошлась по комнате, реверанс, поклон, села, встала, повернулась. «Ну?» — спросила я. Он молчал, смотрел, потом встал, подошел ко мне, протянул руку и поправил мне прядь волос. Просто поправил. «Вы готовы», — сказал он. Его пальцы задержались у моего виска на секунду дольше, чем нужно. Я не отстранилась, и он не отстранился первым.
Потом он ушел, а я осталась стоять посреди комнаты, пистолетом в кармане и лезвием в волосах, и думала о том, что готова, видимо, не только к балу. Королевский бал проходил во дворце штандартов, который был примерно таким, каким я его себе представляла, только еще больше, ярче и страшнее. Залы, 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 золото на стенах, хрусталь на люстрах, паркет, блестящий как зеркало, сотни людей, все в шелке и бархате. Кросс подал мне руку у входа, я взяла. «Не бойтесь», — сказал он тихо. «Я не боюсь», — ответила я. «Я в панике. Это разные вещи». «И в чем разница?» «Страх — это когда хочешь бежать, а паника — это когда хочешь бежать, но в правильном направлении». Нас объявили. Его светлость герцог Демиан Кросс и его невеста госпожа Сильвия Роу. Зал обернулся. Тишина, потом шепот, как волна, прокатившаяся по залу. «Невеста? У Кросса невеста!» Я шла рядом с ним, спина прямая, шаг мягкий, веер в руках и пистолет в юбке. И улыбалась. Той самой улыбкой, которую репетировала перед зеркалом. Мягкой, уверенной, чуть-чуть загадочной. Улыбкой женщины, которая знает, что на нее смотрят, и не боится этого. «Не перестарайтесь», — шепнул Кросс. «Не учите меня работать», — шепнула я в ответ. И мы вошли в зал. А дальше был вечер, который я запомню на всю жизнь. Не потому, что он был прекрасен, а потому, что он был балансированием на канате над пропастью, в которой сидят крокодилы. Только крокодилы были в вечерних платьях, а канат был сделан из светских условностей. Меня представили королю. Король был как король, пухлый, румяный, с бородкой и глазами, которые смотрели на тебя и сквозь тебя. Он произнес 3 слова. «Рад за Демиана». Я сделала реверанс, правильный, тот, который Кросс заставил меня повторить 15 раз, и я не упала, слава богу. Меня представили королеве. Королева была красива, молчалива и грустна. Она улыбнулась мне, и в ее улыбке было столько одиночества, что мне захотелось обнять ее, как маму. Но я ее не обняла, потому что за обнимание королевы могли, вероятно, даже казнить. Потом начались знакомства, и тут Кросс был прав. Высший свет говорил пустоты. Все, каждый. Какое прелестное платье, погода нынче удивительна. Я отвечала такими же фразами, и это работало. И все кивали, и никто не замечал, что я не здешняя, до одного момента. «Госпожа Роу», — сказал высокий мужчина, тонким лицом и улыбкой, которая не касалась глаз. «Какая прелестная новость! Наш суровый Демиан наконец-то нашел себе пару, и такую неожиданную!» Это был граф Вейден, первый советник короля. Кросс предупредил меня о нем, возможный лидер заговора. Не недооценивайте. «Неожиданную», — ответила я. «Я предпочитаю слово «подходящую», ваша светлость. Неожиданность подразумевает, что вы ожидали чего-то другого, а ожидать за другого значит судить о другом, а судить не значит ошибаться». Тишина. Граф Вейден моргнул, потом рассмеялся. «Прелестно, Дамиан. Где вы нашли эту жемчужину?» «В агентстве», — ответил Кросс ровно. «В агентстве?» — повторил Вейден, и в его голосе был оттенок, который я не могла определить. Насмешка или предостережение? Дальше была баронесса Лор, невысокая, полная, с громким голосом и привычкой прикасаться к собеседнику. Она взяла меня за руку и не отпускала минут 10, пока рассказывала о последних скандалах. Я слушала, кивала и запоминала каждое имя, которое она упоминала. Вейт, Дорн, Массен, Келлер. Кросс потом сказал, что все 4 были в списке подозреваемых. «Вы запомнили?» — спросил он, когда баронесса отпустила меня. «У меня память на имена», — ответила я. «Это профессиональная». «Профессия свахи?» «Профессия кадровика. Я запоминаю имена, должности и все, что между ними».
Он не спросил, что такое кадровик. Он вообще не задавал лишних вопросов. Но я видела, что он заметил, что он складывает информацию как дрова, аккуратно, рядами, для будущего костра. Бал продолжался. Я танцевала. Не с Кроссом, с другими. С молодым графом, который был явно напуган невестой палача, с пожилым бароном, который был явно очарован, с каким-то лейтенантом. Кросс стоял у колонны и наблюдал. Смотрел на меня все время, и я чувствовала его взгляд, как луч прожектора, даже когда была на другом конце зала. «Вы блистаете», — сказал он, когда я вернулась к нему после третьего танца. «Я делаю свою работу», — ответила я. «Ваша работа сваха». «Моя работа делать так, чтобы люди нравились друг другу. Сейчас моя работа сделать так, чтобы я понравилась всем, а вы понравились всем через меня». «Вы справляетесь лучше, чем я ожидал». «Это комплимент?» «Это констатация». «Вы умеете испортить даже комплимент». «Это не комплимент», — повторил он, и я увидела огонек в его глазах. Я стояла рядом с ним у колонны и смотрела на зал. Сотни людей, сотни лиц, сотни тайн. И я посреди всего этого с пистолетом в юбке и лезвием в волосах чувствовала себя на своем месте. Впервые с тех пор, как провалилась в этот мир, я чувствовала, что нахожусь именно там, где должна быть. Это было тревожно и приятно одновременно, как горячая ванна после долгого дня, или как первый глоток кофе утром, или как понимание того, что твоя жизнь, какой бы странной она ни была, имеет смысл. Ужин начался в 9 вечера. Длинный стол, десятки тарелок, свечи, серебро, фарфор. Я сидела рядом с Кроссом. Это было частью плана. Невеста рядом с женихом. Подача блюд была целой церемонией. Каждое блюдо выносили слуги в ливреях, и каждое сопровождалось пояснением от метрдотеля. Суп из карпа с травами, приготовленный по рецепту Ее Величества бабушки. Фазан, начиненный каштанами и трюфелями, соусом из красного вина. Леденцы миндальные, приготовленные лучшим кондитером королевства. Леденцы. Десерт. Баронесса Лор, сидевшая напротив меня, лично передала мне блюдо с леденцами. «Попробуйте, дорогая. Это любимые леденцы герцогского дома. Дамиан, верно?» Кросс кивнул. Я взяла леденец, поднесла к лицу и понюхала. В моем мире я бы не нюхала десерт. Зачем? Десерт — это десерт. Но здесь, в мире, где меня предупредили о заговоре, где я была наживкой, и баронесса Лор была в списке подозреваемых, нюхать десерт было разумным действием. Запах был сладким, миндальным, но не только. В нем был еще один оттенок, едва уловимый, горьковатый. Наперстянка. Я знала этот запах, потому что у моей бабушки был сад, и она рассказывала мне о ядовитых растениях, потому что бабушка была ботаником и считала, что внучка должна знать, чего не стоит есть. Наперстянка. Растение, из которого делают сердечные препараты, но в больших дозах оно убивает. Яд, который не имеет вкуса, но при контакте с сахаром выдает себя ароматом. Бабушка говорила: если миндаль пахнет слишком горько, не ешь. Я не стала есть. Я незаметно поменяла тарелку с соседом, пожилым бароном, который был так увлечен разговором, что не заметил подмены. Я сделала вид, что откусила леденец, и улыбнулась баронессе. «Прелестно», — сказала я. «Спасибо за рекомендацию». А через минуту барон начал задыхаться. Сначала тихо, потом громче. Он схватился за горло, лицо побагровело. Кто-то закричал, в зале началась паника. Кросс был рядом мгновенно. Он схватил меня за руку, встал между мной и столом и прикрыл собой. Его тело было напряжено, как тетива. «Вы ели?» — спросил он. Голос ровный, но я слышала в нем что-то, чего никогда не слышала раньше. Страх. Не за себя, за меня.
«Нет», — ответила я не ела. Я поменяла тарелку. «Вы что?» «Я поменяла тарелку. Я почувствовала запах. Наперстянка в леденцах». «Вы поменяли тарелку? Вы подсунули яд соседу?» «Я поменяла, потому что не могла просто сидеть и ждать, пока...» «Молчите», — сказал он. «Молчите, пока я не решу, что с вами делать». Он увел меня из зала, прикрыл телом от толпы, прорвался через панику, вывел в коридор, длинный, пустой и холодный. Он прижал меня к стене, положил руки на плечи и посмотрел сверху вниз. «Вы пострадали?» «Нет». «Точно нет?» «Точно, я же сказала, я не ела». «Вы могли надышаться, вы могли...» «Я в порядке», — сказала я. И потому, что не могла удержаться, добавила, «А вот ваш десертный стол нуждается в новом поставщике». Он тряхнул меня один раз, резко, не больно. «Это не смешно, Роу!» «Я не шучу. Я нервничаю. А когда я нервничаю, я...» «Молчите!» Я замолчала. Он стоял надо мной, тяжело дыша, и я видела, как у него дрожат руки. Человек, который собственноручно отправил на эшафот 37 человек, и его руки дрожали, потому что меня пытались отравить, и потому что его наживка чуть не погибла. Или не поэтому. Он отпустил мои плечи, отступил на шаг, привел в порядок лицо, руки перестали дрожать. «Нам нужно выяснить, кто подмешал яд», — сказал он. И он пошел по коридору, а я пошла за ним. И всю дорогу я думала о том, что его руки дрожали, и о том, что мне не было это неприятно, и о том, что это, возможно, была проблема. Потому что в контракте не было пункта про дрожащие руки, и про то, что я замечаю, и про то, что мне это не неприятно. В контракте вообще не было ничего про то, что начинало происходить между нами. И это было, пожалуй, самым опасным из всего, с чем я столкнулась в этом мире. Ночные допросы проходили в подвале дворца. В комнате, которую, видимо, использовали для подобных целей регулярно. Потому что там были стол, стулья, свечи и решетка на окне. Кросс допрашивал слуг, подававших десерт. 4. Все в ливреях, все испуганные, все кивали и говорили «да, ваша светлость» и «нет, ваша светлость». Кросс давил, не физически, нет, он давил молчанием. Он задавал вопрос, выслушивал ответ, а потом долго и тяжело молчал. Слуги потели, ерзали, начинали говорить лишнее, запинались. Я сидела в углу и наблюдала. А потом, когда 4-й слуга начал путаться в показаниях, я встала и сказала: «Позвольте мне». Кросс посмотрел на меня. «Вы не следователь». «Я лучше. Я кадровик. А знаете, что делают кадровики? Они заставляют людей рассказывать о себе правду, думая, что они рассказывают ложь. Это называется собеседование». Он не стал спорить. Либо потому, что доверял мне, либо потому, что его метод не сработал, либо потому, что ему было интересно, что сделаю я. Я села напротив слуги. Молодой парень лет 20. «Как тебя зовут?» — спросила я. Мягко, тихо, без давления. «Петер, госпожа». «Ты давно работаешь во дворце?» 3 года, госпожа. «И за 3 года, наверное, было много праздников, много десертов, много леденцов». Да, госпожа. «А вчера, когда ты готовил тарелки с леденцами, все было как обычно?» Да, госпожа, как обычно. «Как обычно. А скажи мне, Петер, кто еще был на кухне, когда ты раскладывал леденцы?» Повар, подручный и еще кто-то приходил. «Ага, кто-то приходил», — сказала я, не давя, не настаивая, просто повторяя, как эхо. «Кто-то приходил на кухню, когда ты раскладывал леденцы. Ну, ты, наверное, не обратил внимания, потому что на кухне всегда кто-то ходит. Да, госпожа, не обратил. Но если бы ты вспомнил, это было бы очень полезно. Не для меня, а для тебя, потому что тот, кто подмешал яд, знал, что ты будешь подавать. И если мы не найдем того, то виновным будешь ты». Петер побледнел.
А я продолжала мягко, спокойно, будто мы говорили о погоде. Но если ты вспомнишь, мы защитим тебя. Ты не виноват, Петер. Ты просто подавал тарелки. Но ты можешь помочь нам найти того, кто виноват. Тишина. Долгая. Потом Петер сказал: «Баронесса». «Баронесса?» «Баронесса Лор. Она приходила на кухню, сказала, что хочет проверить леденцы, потому что это ее рецепт. Она трогала тарелки». Я посмотрела на Кросса. Он стоял у стены, скрестив руки, и его лицо было непроницаемым. Мы работали до рассвета. 4 допроса, 4 разные техники. Кросс давил, я вытягивала. Он ломал волю, я выуживала правду. Там, где он заставлял молчать, я заставляла говорить. И вместе мы получили картину, которая была полнее, чем мог дать каждый из нас по отдельности. К рассвету мы знали, яд был подмешан на кухне по приказу одного из высших сановников. Не баронессы, она была лишь исполнительницей. Кто-то выше, кто-то, кто имел доступ и мотив. Мы сидели в допросной, уставшие, с красными глазами, и пили холодный чай, который принес стражник. Кросс сидел напротив. «Вы хороши», — сказал он. «Спасибо». «Это не комплимент, это оценка». «Вы действительно не умеете делать комплименты?» «Я умею делать комплименты, просто не вижу смысла». «А смысл в том, что людям приятно, когда их хвалят». «Людям приятно много чего. Это не значит, что это нужно делать». «Вы ужасный человек, ваша светлость». «Я знаю». Мы сидели и пили чай. За окном начинало светать, и я подумала, что это самый странный рассвет в моей жизни. Я сидела в подвале дворца, пила холодный чай с королевским палачом и чувствовала себя хорошо. Не дома, не безопасно, но хорошо. Как будто мы оба были на своем месте. Оба. После дворца мы сели в карету. Город начинал просыпаться, улицы были еще пустыми, и я мечтала о горячей ванной и подушке. Кросс сидел напротив, молчаливый и напряженный. «Вам нужно поспать», — сказал я. «Мне нужно, чтобы мы доехали живыми». «Тоже хорошая цель». Карета ехала по пустым улицам, копыта стучали по брусчатке. Я закрыла глаза, откинулась на спинку и начала считать секунды, как бабушка учила, когда я не могла заснуть. 1, 2, 3. На 47 раздался выстрел. Я открыла глаза. Кросс уже был на полу, его рука лежала на рукоятке меча. Лошади рванули, карета накренилась, и я полетела на пол прямо на Кросса. «Вниз», — сказал он, — «оставайтесь внизу». «Я и так внизу», — ответила я, запихивая смущение куда подальше, потому что лежать на королевском палаче было не тем, чего учили на курсах конфликтной медиации. Еще выстрел. Колесо лопнуло, карета завалилась на бок. Кросс схватил меня за шиворот, вытащил через дверцу и толкнул в боковой переулок. Я упала на мокрую брусчатку, ободрав ладони, и перекатилась, как учили. Переулок, темный, мокрый, вонючий, я оглянулась. Кросс стоял в проеме с мечом наголо, прикрывая меня. 3 мужчин в масках бежали к нам. У одного был пистолет, у 2 ножи. Я вытащила свой дамский сувенир из складок юбки. Миниатюрный, однозарядный, с костяной рукоятью. «Мадам Грин, благослови тебя небо!» «Ложитесь!» — крикнула я и выстрелила. Пуля попала стрелку в плечо. Он закричал, и пистолет выпал. 2 других замешкались, Кросс рванул вперед, и я увидела, как он дерется. Не как в фильмах, так, как дерутся в жизни. Грязно, быстро, на выживание. Первый упал от удара эфесом по виску, второй отступил. Кросс не стал его добивать, он схватил меня за руку и побежал. Мы бежали. По мокрым переулкам, мимо закрытых лавок, спящих домов. Я на каблуках, он в парадном мундире. Дождь начался, как будто кто-то открыл кран. «Куда?» — выдохнула я. «Конспиративная квартира. Портовый квартал, уже близко». Мы бежали еще 10 минут. Наконец он остановился у двери,
над табачной лавкой, открыл ключом, втолкнул меня внутрь и запер дверь. Комната маленькая, узкая кровать, стол, стул, одна свеча. Кросс зажег свечу, повернулся ко мне. Я стояла мокрая насквозь, с грязью на платье, с ободранными ладонями и сбившимися волосами. «Дайте руки», — сказал он. Я протянула. Он осмотрел ссадины, достал из ящика стола бутылку с чем-то прозрачным и тряпку. «Будет щипать». «Мне и так... Ой!» Он промыл ссадины. Его пальцы были осторожны и бережны, не такие, какими я ожидала их почувствовать. «Держите». Он протянул мне тряпку, смоченную в жидкости. «Прижмите к ладони». Я прижала. Было больно, но не сильно. Не так больно, как видеть его глаза, обычно холодные, которые сейчас стали теплыми, от беспокойства за меня. «Вы спасли мне жизнь», — сказал он. «Мы спасли друг друга», — ответила я. «Вы вытащили меня из кареты, я сняла стрелка. Ничья». «Это не ничья, без вас я бы...» «Без меня вы бы справились». «Вы Дамиан Кросс. Вы справляетесь всегда». «Не всегда», — сказал он тихо и поцеловал меня. Быстро и отчаянно. Его губы были сухие и горячие, и целовал он так, как делал все, без лишних движений, как человек, который привык действовать, а не спрашивать. Я ответила, не потому что должна, не потому что контракт, а потому что хотела. Потому что за 3 месяца в чужом мире я была одна, а он был первым, кто посмотрел на меня не как на иностранку, не как на проблему, а как на человека, на равного. Поцелуй длился секунду или вечность. Потом он отстранился, и я отстранилась. Мы стояли в маленькой комнате, мокрые, грязные, и не знали, что сказать. «Вам нужно поспать», — сказал он. «Да», — ответила я. «Кровать ваша, я на стуле». «Хорошо». Я легла на кровать, он сел на стул. Свеча горела, дождь стучал в окно. Ни один из нас не уснул. А утром Кросс исчез. Я проснулась, а его не было. Только записка на столе, написанная ровным, четким почерком. «Останьтесь здесь до полудня, заприте дверь и не выходите». Я, разумеется, вышла. Из любопытства и из голода. В комнате не было ничего съедобного, а я не ела со вчерашнего ужина, который, напомню, закончился покушением. Портовый квартал утром был шумным, грязным и живым. Я нашла булочную, купила хлеб и сыр. Деньги у меня были, я всегда носила немного с собой. И пошла обратно, когда заметила табличку «Городской архив». Я зашла. Здесь Гугла не было, и архив был единственным способом узнать что-либо о ком-либо. А я хотела знать о Дамиане Кроссе. Хотела понять, почему человек, который выглядит как каменная стена, так дрожал, когда меня чуть не отравили. Почему он искал тихую лилию, а не партнера? И почему поцеловал меня и тут же сел на стул, как будто поцелуй был ошибкой? Архивариусом была пожилая женщина с очками и манерами библиотекарши, которая видела все и знала все. Я назвалась исследовательницей, пишущей историю дворянских родов, и она вынесла мне 3 папки. Дамиан Кросс. Единственный сын герцога Адальберта Кросса, бывшего королевского палача. Назначен на должность в 26-м году, в 25 лет. С тех пор 12 расследований, 4 засекреченные операции. Непубличная часть досье была, разумеется, недоступная, но публичная давала картину. И еще одна запись. Помолвка 5 лет назад с леди Алисой Вейл. 20 лет, дочь барона, тихая, скромная, домашняя. Помолвка расторгнута. Причина – смерть невесты. А дальше я нашла, что искала в городских хрониках за тот год. Короткая заметка, полстраницы. Леди Алиса Вейл, невеста герцога Дамиана Кросса, трагически погибла в результате нападения на ее карету. Нападавшие не установлены. Расследование продолжается. 5 лет назад. Я готова была поспорить, что расследование давно закрыто.
А нападавших не нашли не потому, что не могли, а потому, что не хотели. Или потому, что Кросс не смог. Или потому, что он знал, кто это, но не мог доказать. Я вернулась в комнату над табачной лавкой, села на кровать и думала. Тихая, кроткая, послушная, без амбиций, без мнения. Вот кого он искал. Не потому, что хотел подчинить, потому что хотел защитить. Тихая, незаметная женщина, которая не привлекает внимания, не становится мишенью. Женщина, которую никто не захочет убить, потому что она никому не интересна. Алиса Вейл была тихой, незаметной и умерла, потому что была рядом с ним. Не потому, что была тихой, а потому что он не научил ее быть чем-то еще. Не научил защищаться, замечать опасности. Не научил нюхать леденцы. Держал ее в неведении ради ее безопасности. И неведение ее убило. Вот почему он искал Лилию. Из страха, из вины, из раны, которая не зажила за 5 лет. Я сидела на кровати и думала о том, что раньше я бы сказала синдром вины, компульсивное поведение, направленное на предотвращение повторения. А здесь я просто думала. Он потерял человека, которого любил. И после этого стал тем, кем стал. Или, может быть, он всегда был таким, и потеря просто сделала его еще холоднее. И вот этого невозможного человека я вчера поцеловала. А он поцеловал меня, и его руки дрожали. Кросс вернулся к полудню. Чистый, переодетый, собранный, как будто ничего не произошло. Как будто не было ни поцелуя, ни дождя, ни бега по переулкам. «Нам нужно обсудить дальнейшие действия», — сказал он. «Заговорщики активизировались. Нападение на карету означает, что они знают о нашем расследовании. Мы должны...» «Алиса Вейл», — сказала я. «Что вы сказали?» «Алиса Вейл, ваша невеста, 5 лет назад. Нападение на карету. Нападавшие не установлены». «Где вы это узнали?» — спросил он. «В архиве утром». «Я приказывал вам не выходить». А я решила не слушаться. Он смотрел на меня, я смотрела на него, и я видела, как за маской что-то двигалось. Что-то более глубокое. Что-то, что он держал под замком 5 лет. «Она умерла, потому что была тихой», — сказала я. «Потому что она не знала, что рядом с вами опасно». «Не смейте. Не смейте говорить мне то, что я говорю себе каждую ночь». «Я говорю, потому что вам нужно это услышать. От кого-то, кто не побоится». «А вы не боитесь?» «Боюсь, но говорю». Тишина. Свеча догорала, тень его лица на стене дрожала. «Она вышивала», — сказал он. «Она вышивала лилии. Она любила лилии. Я думал, что если буду держать ее в стороне от своей работы, она будет в безопасности. Я думал, что если она ничего не знает, никто не тронет ее. Я думал...» Они убили ее, чтобы добраться до меня. Они знали, что она ничего не знает. Им не нужны были сведения. Им нужна была боль. Моя боль. И они ее получили. Я подошла к нему, встала рядом. Просто встала рядом. Поэтому вы искали тихую. Чтобы не привлекала внимания. Но дело не в том, что она тихая. Дело в том, что она беззащитная. Не тихость убила ее, а беззащитность. Вы не тихая. Нет. И не беззащитная. Нет. И не лилия. Нет. Я, вероятно, что-то более колючее. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Дикая роза». «Что?» «Дикая роза, колючая, неприрученная, но...» «Но?» «Но красивая». Я не знала, что ответить. Мы стояли в маленькой комнате над табачной лавкой, и между нами было то, чего не было в контракте. Не притворство,
Не операция, что-то настоящее. Что-то, что начиналось как сделка и становилось чем-то, для чего у меня не было названия ни на одном из языков, которые я знала. А через 2 дня после ночи в конспиративной квартире в мое агентство пришел новый клиент. Высокий, красивый, с волосами цвета темного меда и улыбкой, от которой, как мне казалось, все женщины должны падать в обморок. Он представился Люсьеном Дором, разорившимся дворянином из северных провинций, ищущим невесту. «Я слышал о вашем агентстве», — сказал он. «Говорят, вы подбираете пары, которые никто другой не возьмет. Это интригует». «Мы работаем со всеми», — ответила я. «Садитесь, чаю?» «С удовольствием». Он сел, я налила чай. Он взял чашку, и его пальцы коснулись моих. Ненадолго, мимолетно, профессионально. Но я осталась на месте, потому что заметила кое-что другое. Его руки. У него были мозоли не от плуга, не от меча, а от рукояти пистолета, специфические. И его манера сидеть. Спина прямая, но расслабленная. Так сидят люди, привыкшие к долгому ожиданию. Шпионы. Я видела таких в фильмах, но в жизни они выглядели иначе. Не так эффектно, но так же опасно. Я не подала виду. Мы говорили. Он рассказывал о себе, о родовом поместье, о теплых воспоминаниях детства. История была гладкой, как стекло. Слишком гладкой. Настоящие люди не рассказывают о себе так ровно. У настоящих людей есть паузы, запинки, моменты, когда они забывают, что хотели сказать. Лисьен говорил как по писанному, потому что так и было. По писанному. Я тоже играла роль. Задавала вопросы, кивала, делала записи, а сама запоминала. Родовое поместье в долине Кёрт, южный склон, дом с красной черепицей, детали, которые можно проверить или которые можно разоблачить. Мы говорили час. Лисьен был обходителен, внимателен и, я должна признать, привлекателен. Он смешил меня, он заставлял меня чувствовать себя женщиной. Не наживкой, не партнером по операции, женщиной. И в этот момент дверь открылась, без стука, как всегда. Дамиан Кросс стоял в проеме. Его глаза скользнули по комнате. Я, Лисьен, чай, расстояние между нами. Все это он оценил за 1 секунду. «Ваша светлость?» — начала я. «Не прерывайтесь», — сказал он. Он вошел, сел, посмотрел на Люсьена. Люсьен, надо отдать ему должное, не побледнел, но я заметила, как дрогнула его рука на чашке. «Господин Дор», — сказал Кросс, — «расскажите-ка мне о вашем родовом поместье». «Конечно. Долина Кёрт, южный склон. Сколько окон в главном доме?» «Примерно 20. С красной черепицей, вы говорите?» — сказал Кросс. «Какая порода камня у фундамента?» «Известняк, кажется». «В долине Кёрт нет известняка», — сказал Кросс ровно. «Там гранит. Каждый ребенок в северных провинциях знает это. Вы, разорившийся дворянин из долины Кёрт, не знаете?» Люсьен молчал. «Еще вопрос. Вы упомянули теплые воспоминания детства. В долине Кёрт средняя температура зимой -20. Там нет ничего теплого». Тишина. Люсьен встал, медленно посмотрел на Кросса, на меня, улыбнулся. На этот раз улыбка была другой, профессиональной. «Кажется, я допустил ошибку», — сказал он. «Прошу прощения за беспокойство». Он ушел. Дверь закрылась. В комнате повисла тишина. «Вы только что разрушили мне клиента», — сказала я. «Я спас вам жизнь». «Он не собирался меня убивать». «Нет. Он собирался вас очаровать. Что хуже?» «Хуже?» «Убить вас они уже пробовали. Теперь они пробуют другой подход. А через вас добраться до меня. И вы с вашей привычкой видеть в каждом клиенте человека попадетесь». «Я не попадусь». «Вы уже попались. Вы наливали ему чай, улыбались. Вы позволили ему взять вас за руку.
Он не брал меня за руку. Он касался ваших пальцев, когда брал чашку. Я видел. Я уставилась на него. Вы что, стояли за дверью и подглядывали? Я стоял за дверью и ждал. Это разное. Ага. И сколько вы ждали? Достаточно. Мы смотрели друг на друга, и я злилась. Он был, я не знала, зол, ревнив. «Вы ревнуете?» — сказала я. Я не ревную. Я реагирую на оперативную угрозу. «Это вы теперь так называете ревность?» Я не ревную, я... «Вы ревнуете?» Вы моя партнерша по операции, моя ответственность. Если с вами что-то случится... «Я не ваша ответственность. Я ваш подрядчик по контракту», К черту контракт! — сказал он и осекся. Я моргнула. Кросс, который всегда говорил ровно, взвешенно, сказал «к черту контракт». «К черту контракт?» — повторила я. Я не это хотел сказать. «А что вы хотели сказать?» Я не знаю, ответил он, И это было, пожалуй, самое честное, что он когда-либо мне говорил. А через 3 дня после визита Люсьена меня похитили. Это случилось ночью. Я была дома, в квартире над агентством. Лежала в кровати, читала при свечках. И думала о Кроссе. О том, что он сказал к черту контракт, и о том, что он не знал, что хотел сказать. И о том, что я знала, что он хотел сказать, но не хотела быть первой, кто произнесет это вслух. И тут дверь открылась. Не скрип, просто открылась, как будто она и не была заперта. Я села, схватила гребень с лезвием. 3. Маски. Двигались быстро, тихо и профессионально. Я пыталась сопротивляться, пиналась, кусалась, но 3 против 1 в ночной рубашке — это не бой. Это доставка. Меня вынесли через заднюю дверь, запихнули в карету и повезли. Я считала повороты, как учила Марта. Прямо, направо, налево, прямо, долго, потом вниз. Спуск, крутой, длинный, подземелье. Меня вытащили из кареты и повели по коридору. Каменные стены, факелы, запах сырости и гнили. Я считала двери. 1, 2, 3, 4. На 5-й меня остановили и втолкнули в камеру. Камера маленькая, подстилка из соломы, ведро в углу и решетка на двери. Классика. А через час пришел граф Вейден. Он стоял за решеткой с улыбкой и держал в руках бумагу. «Госпожа Роу», — сказал он, — «какая досада, вы, кажется, не туда попали». Я попала именно туда, куда вы меня направили. «Сарказм», — ответила я, — «это местная черта». «Вы дерзкие. Дамиану, видимо, нравятся дерзкие». Дамиану нравится, когда люди живы, а я пока жива. Проблема? «Вы ему подходите. Жаль, что это не имеет значения». Он протянул бумагу через решетку. Я взяла. Это было письмо, адресованное Кроссу. «Ваша невеста находится у нас. Условия ее освобождения — отречение от должности главы тайной службы и передача королевской печати до рассвета. В противном случае госпожа Роу будет казнена». Казнена было подчеркнуто. «Он не подпишет», — сказала я. Не потому, что верила, что ему все равно, а потому, что знала, Кросс никогда не подпишет отречение. Не из гордости, из принципа. Он не сдается. Никогда. Это его сила и его проклятие. «Тогда вы умрете», — сказал Вейден буднично. «Возможно», — ответила я. «Но я буду не первой женщиной, которая умерла из-за Дамиана Кросса». «Вы знаете об Алисе?» «Я знаю об Алисе и знаю, что вы, скорее всего, имели к ее смерти отношение». «Вы умнее, чем выглядите, госпожа Роу». «Спасибо. Это комплимент?» «Нет, это диагноз. Умные люди здесь долго не живут». Он ушел, и я осталась. Села на подстилку, обхватила колени руками и подумала. Вот и все. 3 месяца в чужом мире, а финал один. Камера, подземелье, рассвет.
Мама бы не узнала, друзья не узнали. Я просто исчезла бы, как исчезают люди в чужих мирах, без следа и без памяти. Но потом я подумала, нет, я не из тех, кто просто сидит и ждет. Я из тех, кто действует. Я из 21 века, где мы не ждем, пока нас спасут. Мы спасаем себя сами, а потом зовем психолога. Я осмотрелась. Камера, решетка, замок. Мои волосы, в которых все еще был гребень с лезвием, карманы. Пусто. Меня похитили в ночной рубашке. Без пистолета, без ничего. Но гребень, они его не отобрали. Может быть, решили, что это украшение. Может быть, не заметили. Какая бы ни была причина, у меня было лезвие. Маленькое, тонкое, спрятанное в гребне. Достаточное, чтобы перерезать горло, если придется. Итак, рассвет. У меня было время до рассвета. Может, меньше 6 часов, может, больше. Кросс, безусловно, получит письмо и начнет действовать, соберет гвардию. Но Кросс не знал, где я. Подземелья были огромны, и если он не найдет меня до рассвета, Вейден выполнит угрозу. Значит, спасать себя придется мне самой. Я вытащила гребень, вынула лезвие. Острое, сантиметров 15. Замок на двери был простой, ржавый, старый. Я не умела взламывать замки, не могла даже банку с огурцами открыть. Но здесь я научилась. 3 месяца жизни научили меня многому. Например, что я умею открывать замок, если замок достаточно старый и ржавый. Через 20 минут замок щелкнул. Дверь отворилась, коридор, факелы, тишина. Охранник у двери спящий. Я не стала его будить, перешагнула и пошла. Коридор, каменные стены, двери. За третьей дверью я услышала тихий женский голос. «Кто там?» – спросила я. «А вы кто?» – ответили из-за двери. «Я пленница, как и вы, дайте мне минуту». Замок на этой двери был такой же, ржавый, старый. 15 минут, дверь открылась. Но внутри была женщина лет 30, в изодранном платье с синяками на запястьях. «Я жена казначея Массена», — сказала она. «Меня держат здесь 2 месяца. Они думают, что мой муж знал о заговоре. Он знал. Но он сбежал, а меня оставили как заложницу», — закончила я. «Хорошо. Вы ходить можете?» «Могу». «Тогда идем. До рассвета мало времени, и я не хочу его тратить на объяснение». Следующая камера. Молодой парень с перепуганными глазами. Они заставляли меня переписывать документы. Поддельные. Я отказался, и меня заперли. Хорошо, потом напишешь показания. Сейчас идем. Следующая камера. Мужчина лет 50. Отставной казначей. Тот самый, чью жену я освободила первой. «Вы», — сказал он, — «вы та самая невеста герцога». «Я та самая, которая вас вытащит, если вы перестанете задавать вопросы и пойдете за мной». Он замолчал, встал и пошел. Мы шли тихо и осторожно. Миновали 2 поста охраны, пустых. 3-й пост был занят. Охранник сидел на стуле и дремал. Я жестом остановила группу, подошла и ударила его по голове тем, что было под рукой. А именно ведром. Ведро было железное. Я забрала ключи и пистолет. Пистолет был тяжелый, незнакомый, но пистолет — это пистолет. Принцип универсален. «Идем», — сказала я. Мы дошли до казарм без дальнейших инцидентов. Дверь, замок, ключи. Открыли. За дверью был коридор, уходящий вверх, к свету. Свежий воздух хлынул в легкие, и я чуть не заплакала от облегчения. «Вы действительно это сделали», — сказала жена казначея. «Да», — сказала я, — «а теперь бежим, пока нас не поймали». И мы побежали. Вверх по коридору, к свету, к воздуху, к свободе. Я бежала босиком в ночной рубашке с пистолетом в одной руке и лезвием в другой и чувствовала себя как героиня боевика. Только без монтажа, без музыки и без гарантии хэппи-энда. Мы выбрались через старые казармы в центральный зал подземелий.
Большое помещение, освещенное факелами. Столы, карты, документы. Командный пункт заговорщиков. Пустой, потому что ночь, и они не ожидали, что кто-то выйдет. Почти пустой. 4 охранников, оставшихся на посту, увидели нас и бросились. Я выстрелила. Один упал, второй бросился на казначея. Третий был повален песцом, который ударил его стулом по ногам. 4 убежал. Мы связали 3, их же ремнями. И в этот момент сверху послышался шум. Крики, лязг металла, топот сапог. Я схватила пистолет и встала у входа. Дверь распахнулась. Дамиан Кросс в полном боевом снаряжении. С отрядом гвардии за спиной, лицо в тени, а глаза горят. Он ворвался в зал, как шторм. Остановился, окинул взглядом сцену. Связанные охранники на полу. Освобожденные пленники, вооруженные стульями и обломками. И я посреди всего этого босая в ночной рубашке с пистолетом и с волосами, похожими на гнездо после урагана. Тишина. Кросс смотрел на меня, гвардия смотрела на меня. Все смотрели на меня. «Что здесь произошло?» — сказал Кросс. «И я организовала побег, как вы видите», — ответила я. «Вы организовали побег?» «Да, из подземелья, где меня держали, которого вы, вероятно, не успели бы найти до рассвета, поэтому я решила не ждать». Кросс стоял неподвижно, и я видела, как работает его лицо. Нет, не работает. Маска была на месте. Но под маской, в глубине серых глаз, что-то происходило. «Вы могли погибнуть», — сказал он. «Могла, но не погибла». «Вы действовали без приказа». «Я действовала без вас». Он подошел ко мне так близко, что я чувствовала его дыхание. «Вы невозможная женщина». «Мне это уже говорили». «Кто?» «Вы в прошлый раз». Призрак улыбки. Но на этот раз это был не призрак, это была настоящая улыбка. Маленькая, сдержанная, но настоящая. И в этот момент из бокового коридора вышел Вейден с клинком, с безумным взглядом человека, у которого все рушится. Он увидел Кросса, связанные тела своих людей, увидел меня, и его лицо исказилось. «Вы!» – прорычал он и бросился. Не на Кросса, на меня. Вейден был не дурак, он понимал, что в бою с Кроссом ему не выстоит. Но он был достаточно умен, чтобы понять другое. Единственное, что может заставить Кросса дрогнуть, это угроза мне, его наживке, его подрядчику, его... Кросс перехватил его. Меч встретил клинок. Вейден дрался грязно, удары в ноги, подножки. Кросс был сильнее, но в тесноте подземелья грязная техника работала. Вейден выхватил второй клинок, короткий из-за пояса, и бросился на Кросса сбоку. Кросс отбивал первый, но второй... И я не думала, я действовала. Схватила со стола нож и бросилась вперед. Встала за спину Кроссу и перехватила второй клинок Вейдена. Звон стали, удар. Моя рука онемела до плеча, но я удержала. Кросс развернулся, Вейден упал, клинок отлетел. Все было кончено. Мы стояли спина к спине, как в тех фильмах, которые я смотрела, только без музыки, без монтажа, с настоящей кровью, настоящей усталостью и настоящим страхом, который мы только что пережили вместе. Кросс повернулся ко мне, посмотрел на меня, на ссадину, на порванную рубашку, на босые ноги, а потом он сделал то, чего я не ожидала. Он снял плащ и накинул мне на плечи. «Идем», — сказал он, — «я отвезу вас домой». «У меня нет дома», — ответила я. «У меня есть агентство». «Тогда я отвезу вас в агентство». «А вы?» «А я поеду с вами». Заговор был раскрыт. Граф Вейден, баронесса Лор и еще 11 человек были арестованы, преданы суду и приговорены. Король был спасен. Город ликовал. А я лежала в квартире над агентством с перевязанной рукой и пила чай.
Кросс приходил каждый день, приносил документы, которые я должна была подписать, как свидетельница. Но каждый раз, прежде чем перейти к делам, он садился на стул и молчал. Минуту, 2, 5. Молчание, которое не было пустым. Оно было полным. А через неделю, когда моя рука зажила и снова могла держать перо, Кросс пришел не с документами, а с приглашением. Прием во дворце завтра. Король хочет лично поблагодарить вас. Меня? Вас? Вы раскрыли заговор, спасли пленников, вы... Я организовала побег из подземелий, потому что не хотела ждать, пока меня спасут. Это не подвиг, это здравый смысл. В этом мире здравый смысл – это подвиг. Хорошо, сказала я. Я приду. Прием был роскошным, как и первый бал, только на этот раз я не боялась. Я шла по залу, и люди кланялись мне. Мне, свахе, иностранке, злой невесте, которая организовала побег из королевских подземелий с помощью гребня. Если бы кто-нибудь написал об этом книгу, я бы решила, что автор переборщил. Король произнес речь, длинную, торжественную. Он благодарил меня за храбрость, за находчивость, за верность долгу. А я стояла и думала, я не верна долгу, я верна себе. А потом Кросс вышел вперед, встал рядом, повернулся к залу и сказал: «Мои поиски Тихой Лилии завершены, потому что я нашел свою дикую розу, колючую, неприрученную, невозможную и единственную, кто стоит того, чтобы рядом с ней быть. Не разрывайте контракт». «Я не хочу разрывать», — сказала я. Зал взорвался аплодисментами. Король улыбался, королева плакала. А я стояла в золотом зале, в платье мадам Грин, пистолетом в складках юбки и думала: вот оно. То, ради чего я провалилась в этот мир. Ни агентство, ни контракты. Вот. Человек, который смотрел на меня так, будто я была единственным, что имело значение. Агентство «Злые невесты» получило статус королевского ведомства. Бюро брачных расследований. Звучало солидно. Марта Вилар стала моим заместителем. Она перестала притворяться тихой и теперь занималась тем, что умела. Разведкой, безопасностью и обучением. Каждая злая невеста проходила подготовку. Не только манеры и вышивание, но и самооборона, распознавание ядов, основы выживания. Мадам Грин шила для агентства. Платья с потайными карманами, корсеты с остальными пластинами. Она стала легендой. Кросс подписал новый контракт. Не рабочий, брачный. В графе «Требования к невесте» значилась одна фраза. Одно имя. Сильвия Роу. После подписания контракта я стояла и думала о том, что жизнь, видимо, и правда любит пошутить. Только иногда ее шутки оказываются не злыми, а точными. Иногда ты проваливаешься в метро и попадаешь в чужой мир и теряешь все, что имел, а находишь то, что не знал, что тебе нужно. Иногда твое кадровое агентство становится твоим призванием. Иногда герцог оказывается израненным человеком, который ищет не тихую лилию, а дикую розу. Иногда злые невесты – это не те, кого никто не хочет, а те, кого никто не понял. Иногда дом – это не место, где ты родилась, а место, где тебя нашли. Меня зовут Сильвия Роу, мне 28 лет. Я попаданка из 21 века, сваха, партнерша палача, хозяйка агентства злых невест и жена Дамиана Кросса. Я никогда не была тихой лилией. И, видит Бог, никогда не буду. И это, пожалуй, лучшее, что я могу сказать о себе. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь
и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!